Наша сегодняшняя пресс-конференция посвящена рейтингу российских вузов в соответствии с предпочтением абитуриентов победителей школьных олимпиад в 2012 году. Олимпиады – это очень важный канал пополнения нашей высшей школы, канал, который сформировался практически одновременно с единым государственным экзаменом, и без которого единый государственный экзамен работал бы не столь эффективно. Дело в том, что есть отбор по освоенным знаниям, а есть отбор по талантам. Есть отбор по освоению, полноте, совершенству освоения школьной программы. И есть отбор тех, кто вышел уже в школе за пределы школьной программы, кто заинтересовался тем или иным предметом, кто проявляет свое «я», свою творческую самостоятельность. И высшая школа нуждается в обеих этих каналах. Очень важно, чтобы олимпиады, которые проводят у нас и Министерство образования и науки, это всероссийские олимпиады, и Российский союз олимпиад школьников, которые работают на основе Российского союза ректоров, возглавляемым Виктором Антоновичем Садовничем. Вот эти олимпиады работали бы эффективно. О чем мы говорим, когда говорим о критериях эффективности и признания обществом этих олимпиад? Первое – это мы неоднократно формулировали, и я еще раз повторю то, что и Садовнич, и я, и вот Ольга Валентиновна неоднократно публично заявляли. Первое – олимпиады должны быть абсолютно прозрачно и организованы. Здесь исключительно важное значение имеет репутация вуза, который проводит олимпиады. И для того, чтобы снять те сомнения, которые могут возникать в результате того, что это не ЕГЭ, там степень защиты работ ниже, и степень субъективности, прямо скажем, при оценке олимпиадных результатов, она выше, она не может не быть выше. Мы приняли решение о том, что мы советуем организаторам олимпиад, вузам, организаторам олимпиад, которые работают у нас в России, их десятки, создавать олимпиады на межвузовской основе. С тем, чтобы не отсечь такие ощущения, что вот это вуз организовал для себя. Там знакомых будет принимать. Вот сейчас большинство олимпиад, которые проводит Российский совет олимпиад школьников, это олимпиады, которые целые группы вузов на паритетной основе между собой организуют. Второе требование, которое мы формулировали, которые мы выставляли, олимпиады должны начинаться не в последнем, не в выпускном классе. Если мы олимпийское движение, творческие конкурсы будем сосредотачивать только в выпускном, в 11 классе, естественным образом, и общество будет это воспринимать просто как канал поступления в вуз. И вместо того, чтобы отбирать, поощрять таланты, у нас к олимпиадам начнут готовиться с репетиторами, так же, как к ЕГЭ сейчас готовятся с репетиторами. И изначально благородная вот эта цель, она будет профанирована. Поэтому олимпиады должны начинаться раньше, в 8 классе, в 7 классе. И я должен вам сказать, что в этом году значительно возросло количество олимпиад, которые начались раньше, чем в 11 и в 10 классе. Это, безусловно, показатель роста доверия общества к олимпиадам и заинтересованности просто в творческих соревнованиях
а не в том, чтобы с помощью Олимпиады поступить в тот или иной вуз. 3 года Союз ректоров совместно с Высшей школой экономики проводит исследования академических предпочтений олимпиадников. И это очень важно, поскольку за незначительным исследованием стоит, мы выявляем все новые и новые феномены в образовательной сфере, и не только, о чем я скажу дальше. По данному первый топ-10 этого списка составили университеты. 5 первых – это московские университеты, 10 – это университеты федеральные и национально-исследовательские. И, безусловно, что подтверждает их общественную и деловую репутацию и интерес к ним, все возрастающий интерес со стороны абитуриентов. Это очень важно. Кроме того, мы отмечаем усиление роли регионов, региональных университетов, так сказать, малых университетов, которые находятся в провинции. Может быть, они не столь малы для данного региона, но в общероссийском масштабе они не столь на слуху и не входят в пул 40 ведущих университетов. Это тоже, общественное стремление и общественное доверие к этим вузам, таких как Алтайский государственный университет, дальние университеты в Томске, которые не являются национальными исследовательскими. Это очень правильный тоже маркер в отношении политики, академической политики этих вузов, которые проводят университеты. Я обнаружила вузы, которые не проводят сами олимпиады, но при этом олимпиадники, участвующие в олимпиадах в столичных городах, возвращаются туда. Наметилась такая траектория оттока талантов в провинцию. И это тоже требует определенного исследования социальный портрет этих людей, которые едут на Дальний Восток, едут в Сибирь для того, чтобы получать образование. И, безусловно, этому способствует очень сильное не только личное устремление школьников и родителей, и не только взгляд вузов, новый академический взгляд вузов этих регионов, и маркетинговые сильные стратегии, которые начинают уже выстраиваться. Да, Ярослав Иванович? И в-третьих, конечно, это, безусловно, сильные инфраструктурные проекты, социально-экономическая политика в целом, которые мы видим. Дальневосточный регион в этом году он оказался абсолютным лидером по числу притока дипломантов Олимпиад. И этому свидетельству, конечно, мы будем искать и в дальнейшем, поскольку АТЭС – это только один из примеров, Ярослав Иванович. Безусловно, маленький поселок Углегорск в Амурской области, где строится космодром Восточный, и под этот проект уже закладываются и включены сетевой проект нескольких университетов, как Москвы, так Дальнего Востока и Урала, Южноуральский государственный университет участвует в этом проекте тоже. Безусловно, я думаю, что следующий год тоже явит собой укрепление этого региона, ибо вот эта миграция показывает и доверие общества к тем огромным проектам, которые государство, тому вниманию, которое уделяется развитию регионов сегодня. Если мы посмотрим на лидирующую двадцатку вузов, это те, кто набрал, скажем так, больше 80 человек по олимпиадам РСОШа. Есть явная тенденция роста группы вузов, которые за этой двадцаткой. Вот если вы посмотрим там 25-е, 27-е места, вот Ольга как раз об этом говорила, посмотрим, скажем, на
Алтайский вуз, Ивановский университет, вы видите, здесь ЛИТИ, Уфимский нефтяной институт, МИЭТ и так далее. Вот целый ряд вузов добавился к участникам этого рейтинга, потому что впервые практически они приняли достаточно большую долю олимпиадников. Это показывает, что доля вузов, которые рассматриваются олимпиадниками как вузы, имеющие хорошую, сильную репутацию, она в России увеличилась. Если раньше мы могли говорить там о 40-50 вузах, сейчас мы можем говорить там о 70-100 вузов. Это, безусловно, отрадный факт восстановления доверия населения, восстановления доверия абитуриентов к более широкой группе высших учебных заведений. Это показатель восстановления, возрождения нашей высшей школы. Если мы возьмем лидирующую двадцатку, то здесь есть некоторые изменения, но они невелики. Могу сказать, что добавился в двадцатку Уральский федеральный университет, добавился в двадцатку Томский государственный университет, которые на прошлом этапе просто не представляли данных, но у них просто мало было победителей, если прямо скажем. Вот сейчас они заняли, соответственно, 12 место Уральский федеральный и 14 Томский университет. Добавился Сибирский медицинский университет, очень сильный, и куда сразу 103 человека поступило, олимпиадников. Значит, добавился Российская академия народного хозяйства и государственной службы. То есть мы можем увидеть, что даже в топ-20 вошли новые вузы, а топ-20 это, как я уже сказал, больше 80 человек, больше 80 победителей Олимпиад. Это довольно большая цифра. Можно обратить внимание, позиции МГУ и Высшей школы экономики, они традиционно здесь не меняются в силу там и величины этих высших учебных заведений и их активного участия в олимпиадном движении. Мы выступаем основными организаторами вот этих коллективных олимпиад. Но на третье место с 7-го переместился физтех, например. Это очень высокая оценка физтеха. При этом должен сказать, что успех Московского физико-технического института, который там 803 победителя РСОШа принял и 57 победителей Всероссийской олимпиады, она подчеркивается еще и тем, что этот вуз, он меньше принимает, чем МГУ или Высшая школа экономики, по-моему, раз в 8. То есть это ведь абсолютные цифры. То есть это очень высокий показатель для одного вуза.